Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что присоединяетесь к прямому эфиру. Да, все вживую. Юлия Латынина на связи прямо сейчас. Юлия, приветствую вас. Здравствуйте, Латынина и кот Галстук. Кто ж будет ей подсказывать? Знаете, так хотелось поговорить с вами без галстука, но пока не получится. Посмотрим, насколько это удастся позже. Друзья, в общем, нравится ли вам кот, нравится ли вам галстук, нравится ли вам Латынина или нравится ли Шелест? Огромная просьба поучаствовать в нашем сегодняшнем разговоре, потому что он, мне кажется, очень и очень важный. Очень трезво на происходящее тяжело смотреть в последнее время. Качели, всякие заявления, контрзаявления, публикации, сливы. В общем, будем разбираться с тем, что происходит вокруг уха, горла и носа переговорного процесса. Единственное, что в качестве преамбулы должен сказать, общаться будем с вами посредством ваших вопросов, оставленных заранее. Это можно сделать в сообществе YouTube абсолютно открыто. Ссылка есть, переходите в сообщество, анонс нашей встречи, и там мы собираем вопросы. Также закрытый клуб, телеграм-канал Шелест и чат трансляции, естественно. QR-код, который видите на экране возле меня, это возможность прям написать чего-то, чего хотите, и канал поддержать и написать прямо на экран во время трансляции. За это вам тоже большое спасибо, как и за суперчаты, суперстикеры. Подписывайтесь на Латынину и, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, да, ну или дизлайк. Ну, в общем, не проходите мимо, давайте как-то реагировать на происходящее. Традиционно начнем наш сегодняшний разговор с опроса. Он звучит так. Важно. Кто, кого хочет предать больше? Украина Америку, Америка Украину, Америка Россию или Россия Америку? 4 варианта. Европу я, как Рубио, отфутболил Рубио Кайо Каллас на днях, да, вот я тоже отфутболил Европу. Вот давайте в этом треугольнике попробуем разобраться. Как бы вы ответили на этот вопрос? Знаете, искусство предавать – это и есть искусство дипломатии. Вот как бы, то есть, кто хочет, это ладно, а вот у кого получится, тот и будет самый крутой. То есть надо понимать, цитирую Жозефа де Местра, что те черты, которые характеризуют самого плохого человека, характеризуют самые успешные нации. Ну, то есть вы сейчас не можете дать ответ, кто кого хочет. Вот из тех событий, я же не сказал, кто Не кого... хотят все. «Игра престолов», вот это вот просто понятно, что хотят все, но давайте мы вернемся к частностям. Вот тут в деталях как раз самое вкусное. Да, давайте вернемся к частностям. Друзья, голосуйте, мы в конце подведем итоги и поймем, да, как вы относитесь к этому вопросу. Я хочу начать со свежего, с вашего позволения, потому что, хотя тут все свежее, да, вот буквально вчера ночью по нашему, ну, скажем так, времени, по нашему полушарию, вдруг выяснилось, что слушали и Ушакова, и Дмитриева, и Уиткофа, и, конечно, буйная реакция в Америке. Но я хочу с украинской стороны зайти к этому, вот в эту дверь, с вашего позволения. Каким образом? «Зеркало недели» публикует удивительное, то, что на поверхности, ну прям слито через источники. Зеленский отправляет Ермака и Умерова в Женеву. Ну, отправлял. Почему? Потому что знает четко, что есть подозрение. И вот как бы дипломатией он прикрывает этот весь негативный шлейф. Смотрите, Женеву мы видели. Как там все хорошо, мы слышали. Сути никто не понял. И буквально через 2 суток украинская сторона начинает трактовать Женеву абсолютно по-своему. Значит, ни пяди не отступили, все переписали, все отлично. То, что там в Абу-Даби приедет Буданов, расскажет, но это как бы их дело. В общем, стоим міцно, ну, типа твердо на своем. Но как это соотносится с большими ветрами, которые дуют из Америки? И действительно ли сейчас такой период, что Зеленского могут сдуть? Знаете, прежде всего бы я спросила, как это соотносится с реальностью, о которой все забывают, которая происходит на линии фронта. Потому что мы все время обсуждаем вот эти переговоры. Что предложила Европа? Тут Стефанчук сказал, что Крым надо вернуть. Тут вот премьер-министр, экс-премьер-министр, правда, Финляндии Санна Марин, правда, по-моему, насколько я понимаю, старое видео, высказала, что России надо вернуться на границы 91 года. Путину-то не сказали, он послушает Санну Марин сейчас, да, вот прослезится
как в Европе, как в Женеве все хорошо договорились. Особенно действительно такой авторитетный человек, как Ермак. Как его там на пленках зовут, Али-Баба? Вроде бы. Да, вот это ж, мне кажется, что эти новости так и надо писать. Али-Баба и, значит, кто там еще приехали на переговоры в Женеву, чтобы все было понятно, зачем приезжали. Для легитимизации, чтобы Бабе не предъявили, что он Али-Баба. Ну, прекрасно переговоры прошли, значит, при этих условиях. А осталось только малость уговорить крокодила. Вот, Александр, у меня встречный вопрос. Я даже сейчас не говорю про условия смешные в Женеве. Вот сейчас CNN опубликовала, что оказалось, Украина отказалась от трех главных условий. Это запрет наступления в НАТО, ограничение армии и, естественно, от передачи контроля над всем Донбассом. Даже сейчас не будем обсуждать этот чудесный план. Странно, что Луну не потребовали признать украинской территорией, честное слово. Забыла Алибаба вписать. Но вот даже план Трампа, который, конечно, принадлежит Трампу. А скажите, вот с вашей точки зрения, он выведен армией, которая в данный момент побеждает, и которая через несколько месяцев получит условия лучше? Зачем даже план Трампа подписывать России? Вот как бы осталось уговорить только Нет, крокодила. ну смотрите, тут вопрос-то в следующем. Смотрите, тут же на самом деле, это мы немножко, я хотел попозже об этом с вами подискутировать, тут же вопрос в другом. Мы находимся в том положении, и, видимо, Россию уговаривают, что она находится в том положении, что целей и задач, те, которые поставил Путин для СВО, можно добиться не военным путем. А когда у тебя есть выбор между военным и невоенным пути, перед которым, я так понимаю, пытается... На чем вообще зиждется вот это, кто говорит, бизнес-модель, они там ничего не понимают, вот эти все, ну, там, Витков, который там не дипломат, бог пойми кто, там, девелопер, этот Трамп, который там вот это все сделки, пересделки. Нет, у них очень интересная и такая нормальная позиция, ее надо рассматривать и изучать. Они ему предлагают, Путину, ты можешь военным, а можешь не военным. И это тест на здравого руководителя. Здравый скажет, окей, я могу не военным, а могу военным. И он выберет всегда не военный путь. Вот на эту, не то что растяжку, а перед этим выбором, да, ставят сейчас Россию и к этому подводят. Ну, понятно, Украина упирается. И тут вот, знаете, такой момент, очень специфический, именно для Украины. Получается, надо кричать громче, что ты за мир. Надо лезть к Трампу в глаза Зеленскому, чем, в принципе, и занимался вчера, позавчера Зеленский, что там Умеров говорил, Ермак тут же говорил, ну, Али-Баба и 40 разбойников, все говорили о том, что Зеленский готов встретиться. Ему не нужны вот эти пункты, ему не нужно подписание, ему надо встретиться. Ему надо, вот как вы выразились, легитимизация. Потому что это же никуда не делось из публичного пространства. Путин же как сказал? У Украины у руля ОПГ на золотых горшках. Поэтому тут очень надо встречаться с Трампом и быть поближе к Трампу, но подальше от конкретных действий и деяний, да, вот, которые вот требуют американцы. Вот я так это все вижу, эту ситуацию. Вопрос только лишь в том, что Трамп-то, походу, раскусил украинскую сторону, не находите? Абсолютно правильно вы две вещи заметили. Я их чуть-чуть так переформулирую. Первое. Действительно, Россию сажает на растяжку. А зачем вам добиваться чего-то военным путем, если вот по этому плану через 100 дней перевыборы, заметим, что никто... Я, кстати, уверена, что в том плане, который нам презентовали, есть, как в соглашениях Молотова-Риббентропа, не к ночи будь помянуты, да, своя тайная часть. Мне кажется, что одна из частей касается, кто будет президентом Украины потом. Или, по крайней мере, кто будет руководить Украиной в каком-то промежутке. По этому поводу вспоминали мою тезку, скажем так, насколько я понимаю, высокие договаривающиеся стороны. Но дело сейчас не в этом. Да, вот вы очень правильно сказали, что Россию сажают на растяжку. А зачем же действительно делать военным путем, если мы вам предлагаем мирным? Но, в свою очередь, Россия, и особенно Путин, после того, как они уже попробовали много мирных путей, там с Минском, со Стамбулом, еще много чего было, они могут сказать, ребят,
вопрос-то у вас какой, кто кого кинет? А нас не кинут, потому что военным путем, конечно, затратно. Крови много, ужасно все. Да, выиграем 2 стенки сарая. Может быть. Может быть и нет, но в конечном итоге там еще за месяц получится еще некоторое количество стенок сарая. Но стенка-то сарая, которая вот военным путем, вот она на поле, вот она наша. А вы нам подвешиваете какую-то луну на веревочке и говорите, что вот если вы сейчас откажетесь от синицы в руках, то мы вам дадим журавля в небе. А у России с 91 года, знаете, вот я вам не рассказывала историю про партнерство во имя мира? Нет, в наших эфирах не было этого. Это гениальная история. Мы вернемся обязательно сейчас к вашему вопросу, потому что он очень важный. Но по истории по партнерству во имя мира мало кто слышал, а ее следует рассказать. А дело в том, что когда в 96-97 году, значит, все страны вокруг России стали вступать в НАТО, даже Ельцин, несмотря на то, что Збигнев Бжезинский официально объявлял, просто неофициально в интервью называл его администрацией, проигравшей войну и являющей сейчас клиентом Соединенных Штатов, даже Ельцин возмутился и стал говорить, а как это так, а что это? Я тоже хочу в НАТО, сказал Ельцин. И тогда была предпринята гениальная история. Клинтон, вернее, люди Клинтона, значит, объяснили Ельцину, что он не должен препятствовать вступлению в НАТО, потому что Россию в НАТО не возьмут, но НАТО теряет значение как таковое. А вместо этого будет развиваться программа, которая называется «Партнерство во имя мира». И вот туда-то Россию берут, и ради того, чтобы Россия вступила в партнерство во имя мира, она должна не препятствовать вступлению Польши, Румынии и так далее. А Ельцин это съел. Ельцин поплакал реально, буквально пьяными слезами на плече госсекретаря Кристофера со словами «Как вы это хорошо придумали». И мало того, что Ельцина развели, так это была разводка с самого начала. Никто не собирался развивать программу партнерства во имя мира как программу, которая действительно будет основой после постсоветской европейской военной архитектуры, а с самого начала все ставки были на НАТО, а Ельцина просто тупо кинули, как мы только что выяснили, и делают великие державы. Это не обидно. Не обидно, это неплохо кого-то кидать, плохо быть кинутым. Надо понимать, да? Ты, вот как в картах, если ты скушал, значит, ты лох. Так вот, с учетом партнерства во имя мира, можно таких 10 историй рассказать. Путин смотрит на этот план и думает, да, конечно, красиво заворачивают. Вообще-то не кажется, что это очередное партнерство во имя мира, а стенка сарая наша будет. Смотрите, единственное, что тут в дефинициях, ну это у нас, мы как не встречаемся постоянно там в дефинициях, в определениях, там пытаемся, скажем так, шухеру навести, типа подискутировать. На самом деле все поняли, о чем идет речь. Исправление имен, как говорили конфуцианцы, это самое важное. Самое важное называть вещи своими именами. Смотрите, ну Покровск это не стенка сарая. Ну, Мирноград это не стенка сарая. Там, знаете, стенка к стеночке, уже там и Львов, Львовская область недалеко. И это не шутки. Смотрите, тем более, если это не стенка сарая. Я, как бы метафорически, да, смотрите, я уж как бы совсем заостряю. Тут очень... А это далеко не стенка сарая. Это, например, 2 шахты коксующихся. Так, редкоземы, ой, редкоземы, а я маленький такой, понимаете? Тут вообще как бы отдельная история. Смотрите, на самом деле это все места, в которых проливали кровь, места обиды, отчаяния, смерти друзей, побратимов или там сотоварищей, причем с обеих сторон. И тут, как бы, понимаете, когда Путин выходит и говорит, там, несколько месяцев назад, значит, то, что мы, где сапог солдата, то наше. Тут, как бы, сложно поспорить. Но никто не задает вопрос, где сапог украинского солдата в этой всей схеме. Только Стефанчук, как вы отметили, может кричать. Давайте вернемся к этому скандалу, который скандалом, ну, стал частично. Я это вот подчеркиваю, отмечаю, что
Значит, Александр, можно единственное, я просто вот сейчас зададите свой вопрос. Дело в том, что я прокомментировала первую часть вашего вопроса, но не прокомментировала вторую важную часть вашего вопроса, когда я просто очень коротко скажу, что я просто офигеваю, глядя на все это, потому что, я еще раз повторяю, это очень соблазнительное предложение, которое сделано Путину. Оно ставит его на растяжку. У него есть выгоды и у него есть невыгоды. Самая главная невыгода заключается в том, что когда армия, которая имеет стратегическое преимущество, останавливается, это невыгодно останавливающейся армии. И за это надо давать много плюшек. И я просто офигеваю, глядя на то, как Россия молчит, Путин молчит, а вот это предложение, невыгодное в стратегическом состоянии России, пытаются сорвать, причем какие-то комичными способами, целая куча интересантов, которым интересуют самые разные другие вещи. Не всех интересует Россия с Украиной. Понятно, что там демократы просто пытаются насрать Трампу. А Европа, которая играет роль заградотряда, который сейчас гонит Украину на убой, решает тоже свои проблемы. И Зеленский, наконец, решает свои проблемы, которые связаны с тем, что, как замечательно сказал у нас в эфире Павел Щелин, Украина управляется посредством внешнего общака. Вот часть этого внешнего общака мы видели во время Медничгейта. И помимо того, что Зеленский потеряет власть, он, такого размера внешний общак, как во время войны, никогда не бывает. ну, тут насчет формулировки «внешний общак» можно поспорить. И я просто почему? Потому что, простите, это все налогоплательщики платят, понимаете? Эти же деньги оттуда, из ниоткуда не берутся. Вот так. Просто что Внешний Украина... по отношению к Украине, это не украинские налогоплательщики платят. Вот, а понимаете, в чем дело? Понятно, что Украина научила плохому, как вот этот хулиган научил отличника курить за гаражами. Так вот, собственно, это все и происходит с деньгами. Но это отдельная тема. Я все-таки хочу вернуться к американцам, с вашего позволения. Значит, И к скандалу. Извините, что просто это было важное дополнение. Да. к американцам. Значит, сейчас волна шибко не поднялась. Bloomberg осталась единственным пока что изданием. Ну, может, сейчас что изменится, там, часовые пояса. Может, тоже кто-то что-то напишет. Но мне кажется, если бы это была спланированная история, все бы подхватили. Все. А так только Bloomberg. И получился Bloomberg как бы точкой слива. Очень такой чувствительной информации. Сразу все обратили внимание на противоречие. Дмитриев говорит, это прослушка фейк. Ушаков говорит, слушайте, я вообще как бы много с кем говорю. То есть объективно Трамп прав, когда выходит, говорит, слушайте, это все нормально. Конечно, он продает Россию, Украину России. Я так и хотел, это нормальная работа. Но уже как бы попытались качнуть, как вы сказали, насрать Трампу. Уже начинается. То есть те республиканцы даже, которые против Трампа, говорят, отставка Виткофу, такой скабрезный дед, нехороший человек, предает Америку, его, ату. Отлично. Однако, значит, тут Ушаков дает же вообще потрясающую версию. Говорит, смотрите, я вообще много с кем разговариваю, но там был какой-то там разговор по WhatsApp. Да? Мы не такое можем обсуждать. WhatsApp. Они по WhatsApp, место, которое контролирует Цукерберг. WhatsApp, который, по-моему, в России, я не знаю точно, запрещен, не запрещен, но ограничен точно. WhatsApp по созвону. Они созванивались, и вот этот разговор убежал. Значит, суть этого разговора заключалась в том, и как это предстает, в чем крамола. В том, что россияне написали Виткофу план, Витков что-то добавил, принес Трампу, Трамп подмахнул, сказал окей, и вот весь этот сыр-бор. Ключевая история заключается в том, что бы ни делали россияне, российская сторона, это изначально плохо, Мордор, орки, негодяи, в общем, ужас. Поэтому это должно было сработать как эффект разорвавшейся бомбы. На фоне летящего за океан Зеленского, который там назначена встреча на День Благодарения, Зеленский встречается, и тут скандал такой, и они все резко меняют. Встречу Трамп отодвинул, Виткофа защитил. С вашего позволения, это очень важно, это только что появилось. Значит, сын Трампа
пишет, что, похоже, эти СМИ и идиоты из глубинного государства никогда не вели успешных переговоров в реальном мире. Совершенно очевидно, что это все критики Уиткофа хотят провала любого мирного соглашения с Украиной, чтобы они могли продолжать войну бесконечно. Хватит, заступается сын Трампа и друзья Трампа за Уиткофа. Короче, провал не только у Зеленского, а провал у этого крыла, которое атакует Трампа. Как вы оцениваете вот о чем она нам говорит в контексте вообще самого мирного плана, вот этот эпизод? Смотрите, мне кажется, что есть одно любопытное замечание, которое еще никто не сделал. Оно заключается в том, что мы совсем недавно слушали прослушку ближайшего окружения президента Зеленского. А в нем было про двушечку, которую отправят в Москву, про то, как тяжело нести наличку, кажется, 1,6 миллионов, про то, что кто не хочет платить откат, того разорят и отправят на фронт. Ну, золотой унитаз мы тоже все видели. Это прослушка ближайшего окружения Зеленского. Теперь нам предложили ближайшее окружение Путина и Трампа. Угу. Ни двушечки, не несите отката, иначе отправим на фронт. Никаких этих миллионов наличными. А просто реально действительно люди обсуждают ровно то, что они должны обсуждать, как договориться. И ужас, и вот просто замечательно процитировали сына Трампа, который сказал, пожалуй, похоже, эти люди никогда не вели мирных переговоров, потому что действительно, вот в каком мире живут эти люди, если они считают, что со страной, которая ведет победоносные боевые действия, что остановить эту войну можно никоим образом, не принимая во внимание интересы этой страны. Притом обратите внимание, что, собственно, говорят Дмитриев и Ушаков. Они обсуждают ровно тот вопрос, который вы вынесли в заглавие нашей программы, потому что они обсуждают, что вот мы прислали американцам план, а как бы они не переписали его, не сказали, что мы согласны на тот план, который они переписали, и таким образом нас не кинули. Что в значительной степени, я думаю, произошло, потому что, как мы считаем, это и называется, как мы уже выяснили, это и называется дипломатия. Вот мне кажется, это и совершенно поразительно. Обратите внимание, что ровно те люди, которые в упор не замечали золотых туалетов и прослушки ближайшего окружения Зеленского, сейчас закатывают глаза, я не знаю, как будто девственница в борделе впервые увидела член и узнала, как ведутся переговоры. Член-корреспондент, вы хотели сказать. Ой, кстати, во время нашего эфира приходит информация. Мы в прямом эфире, друзья, поэтому, если будете смотреть записи, как бы соотносите, потому что мы не знаем, что выползет, вылезет, взорвется и какая петарда за какое-то время еще вот этим вечером, например, вечером среды или, например, каким-то четвергом, или когда вам попадется это видео, еще как бы рванет. Значит, НАБУ подтверждает, да, Умерова... Нет, Умерова допрашивали вчера в НАБУ. Допрашивали. То есть формулировка «допрашивали», она относится как и к свидетелю, так и, понятно, не только к свидетелю. И намеки на подозрения не случайно. Как вы... Интересно, допрашивали ли его в США, потому что я просто вот в своей голове пытаюсь эту картинку, потому что, инсайдеры говорят, что допрашивали, там уже он был почти 1,5 дня, я просто пытаюсь себе представить, потому что, с одной стороны, Умеров, видимо, в этот момент дал предварительное согласие на план Трампа, то есть почему его обнародовали, потому что выкрутили руки, и Умеров сказал, судя по всему, да-да. А потом получается, что его одновременно он был предметом допроса и субъектом переговоров. Причем переговоров о чем? О завершении войны. Я пытаюсь это вот как-то... Как его переводили? В одной и той же комнате это происходило, Александр, представьте себе, или в разных. И на какой машине его перевозили между этими двумя предприятиями? Интересно же. Вы знаете, тут, конечно, интересно, особенно судя по его вообще выражение лица украинской власти
последнее время очень удрученная. Но это все детали, это все как бы сломанная ручка, это же Умерову приписывают, да, в Женеве, Не, какие-то я вот эти... возражу, это не детали, потому что, судя по тому, что мы имеем, Умеров, когда Трамп припер всех Миндичгейтом, вся эта история с договором готовилась с Анкориджа, и, в общем-то, она повторяет те договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже. И, судя по всему, Украина как раз и сопротивлялась. Тогда Трамп включил кнопочку, и начался Миндичгейт. Тогда Умеров, видимо, вот в этих странных полупереговорах, полудопросов, что называется, сдал всю шарагу. А потом все решили отыграть назад с помощью европейцев, потому что европейцы просто закрыли глаза на весь Минтичгейт и сказали, не дадим этих прекрасных людей в обиду, пусть сражаются до последнего украинца. Если мы попробуем все-таки, ну вот, ближе к сути, да, к сути происходящего. Смотрите, понятно, что это недолго будет. Ну, вот эти все танцы с бубном. Очень недолго. Я имею в виду, ну сколько времени может выиграть Зеленский? Ну, месяц, да, ну, например. Да, ну, сколько? Ну, 2 месяца, может. Ну, хорошо, это уже много, кажется, ввиду того, какой темп взял Трамп и американская сторона. Да, есть элементы подковерной борьбы. Сейчас Киев делает хитро и вылизывает все мягкие ткани Рубио. Говорит, какой Рубио гений. Вот Рубио. Солидаризируются там какие-то палаты представителей, там члены вот эти, ну, короче, политики американские, которые говорят, отдайте все в руки Рубио, зачем этот Витков, да? Понятно, что это, ну, это стратегически, это очень такой достаточно, ну, непонятна мне стратегия. Я не понимаю этот ход. То есть в любом случае нужно давать конкретные ответы. У нас как бы просто на новом витке этой спирали происходит овальный кабинет, когда что-то произошло, ну, не первый, который всем запомнился, да, а вот этот, который там встретились Путин и Трамп, и все помчались к Трампу, сидят все у него в кабинете, как в собрании в кабинете директора, понимаете? Ну так, а сколько времени он собирается выигрывать, и если перевести вот эти все шарахания во время? Судя по динамике, вот вы сразу, прям с первых секунд нашего эфира, апеллируете к линии фронта. Хорошо, но на фронте село за селом, продвижение за продвижением, стеночка к стеночке, как говорится, сарая, да, избушка лесника к избушке леснике, и как-то вот все движение динамичнее. Есть временные какой-то диапазон временной, как вам видится? Это называется «знал бы прикоп, пожил бы в Сочи». Во-первых, стратегия Зеленского совершенно понятная. Она называется «включить дурочку и тянуть резину». Типа мы тут вот совершенно согласны, это, видимо, то, что Трамп услышал от Умерова, а потом возникли, видите ли, поправочки. Ну, только, знаете, вот только без отдачи Донбасса, только без запрета на вступление в НАТО. И учитывая, что на самом деле Зеленский играет в эту игру, ну, хотя бы как минимум с начала президентства Трампа, ну, как мы видим, уже сколько прошло? Да, уже почти год прошел. Ничего, а вы говорите. А представьте себе за одних золотых унитазов, сколько за этот год значит, дополнительно было построено. Зеленский сам по себе, конечно, не имел бы шанса в этой игре восторжествовать. Ну, во-первых, самое главное, мы уже сказали, что самое главное происходит на линии фронта. Потому что, если, скажем, российские войска будут двигаться все быстрее и быстрее, темп их движения убыстряется, то это будет как бы совсем смешно. Во-вторых, мы уже, я думаю, с вами согласны, что у Зеленского нет выхода по целому ряду параметров. Можем перечислить их по какому. Вот, знаете, как забежать... Вот, знаете, машина въезжает в узкие переулки, еще у нее задней скорости нет. Она уже не может там развернуться, потому что Зеленский в свое время отверг Минск, Зеленский отверг Стамбул. Сейчас условия гораздо хуже. Он не может принять условия, которые гораздо хуже, потому что все политические противники на него при этом покажут пальцем, а зачем же ты убил сотни тысяч украинцев? Сейчас говорим об украинских политических противниках, которые не будут вспоминать о жертвах с российской стороны. Зачем же такое количество жертв и в результате условия хуже? Второе.
он, как только война кончается, теряет власть. И третье, у нас возникает фактор внешнего общака, он для меня, например, несколько неожиданный, потому что сейчас я понимаю, что, конечно, когда, как бы сказать, на внешнем общаке заработано такое состояние, то пока ты у власти, оно является дополнительным источником власти, да, там всегда можно тех купить, этих купить, этим показать на веревочке. В конце концов, даже вот эти люди, которые комменты пишут, они не все исключительно сами идиоты, некоторые их еще и заводят. Как только ты лишаешься власти, это просто тебя делает вот такой сладкой, такой жирной жертвой. Ну, просто, значит, даже не для политических врагов, а прежде всего для твоих же собственных кошельков, потому что у этих кошельков возникает первое желание сказать, а это наше. Представляете, кошелек от тебя убегает на тонких ножках, как только ты лишаешься власти. Да еще показания дает. То есть, но сам по себе, то есть мотивы Зеленского понятны. Но шансов у него бы, конечно, не было, если бы у него не было двух очень сильных союзников. Одни – это Демократическая партия США. Ну, на самом деле, вот вы так легко отнеслись к этому слитому разговору, а я, если честно, обалдела двум вещам, просто у меня глаза вылезли. Я просто, извините, Во-первых, я просто считаю, что это, ну, это какая-то... Ну, это абсолютно. Смотрите, это вот как выстрел холостой. Это все должно было работать в комплексе, вот мое мнение. Но комплекса не получилось, потому что, знаете, это когда вот боксируют в ближнем бою боксеры, и тут сейчас вот вкладываются в комбинацию, ну, а соперник просто взял и сделал 2 шага назад, понимаете? И это Трамп. Он просто взял, сделал 2 шага назад, сказал, все. И это все получилось молоко. Продолжайте, пожалуйста. я не совсем уверена, но я бы хотела ваш оптимизм, и вы как-то рассчитываете на то, что люди думают головами. Собственно, одна из главных секретов этой войны выяснилась в том, что люди думают не головами, более того, чиновники и политики думают не головами, а думают они, страшно сказать, чем, вот чем на чем сидит мой кот. А, более того, это всем нравится, потому что люди делают абсолютно ничем не обеспеченные заявления, и выясняется, что они несут за это никакой ответственности. Я всегда вот говорила, что такое активист. Это человек, который за все хорошее, но за результаты своих действий он не несет ответственности. Вот у нас активистами реально стали политики и чиновники. Они заявляют какие-то вещи, которые им кажутся замечательными, а потом не несут ответственности не то, что за то, что они, за то, что к чему привели свои слова, их слова, а они через 2 дня не помнят, какие они слова произносили. Вы сейчас Я о же чем вот, конкретно? смотрите, да, вот, значит, возвращаясь, мне две вещи кажется, что все-таки очень важен этот слив. Мгм. Во-первых, это абсолютный, фантастический, невероятный для Америки скандал, что кто-то прослушивал действующего специального уполномоченного президента, и кто-то это слил, потому что возникает вопрос, кто. На самом деле есть все в Америке люди, которые, когда их прослушивают на основании судебного ордера, и это означает, что кто-то принес какому-то судье судебный ордер. Что в этом ордере было написано? Что Стив Витков агент Кремля? То есть вы Но это представляете, если американцы слушали. а кто это в Блумберг слил? Вася? Ну, вы считаете, подождите, вы считаете, что эти уши американские? Я считаю, что эти уши американские, что это уши Демпартии, и что слушали Уитков и те же самые люди, которые сочиняли досье «Золотого дождя» и потом, значит, долго вели с этим досье, ну, абсолютно какую-то фантастическую кампанию, высосанную из пальца. Мгм. И как раз пример «Золотого дождя» очень хорошо показывает, что в современном мире, в современной пропаганде, в том числе демократической, абсолютно неважно, что на самом деле было сказано, а важно, как ваши ньюсмейкеры это подают. Потому что 99% людей не прочитает и не проанализирует сам разговор,
А если просто, как Геббельс, изо всех утюгов сказать, что на этом разговоре Уитков ведет себя как агент Кремля, который продает Трампу план Кремля, то это оно так и полетит. И недостаточное количество людей окажутся достаточно сообразительными, чтобы сказать, стоп, 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 стоп. Вот мы только что видели разговоры ближайшего окружения Зеленского, вот оно как выглядит. Действительно плохие разговоры. А это разговор. Ну, вы серьезно собираетесь обсуждать план мира с выигрывающей войну страной без учета мнения этой стороны? Как вы это, интересно, собираетесь делать? Ну, мы видим, как это собираются делать в Женеве, но только возникает вопрос, а нафига это, как бы, нафига козе бои, который мы только что обсуждали. И это вот вторая, мне кажется, вещь, которую вы недооцениваете. Вот первый же человек, который прочитал досье «Золотого дождя», сказал бы, ну это какая-то абсолютная ахинея, высосанная из пальца уровня сайта Компромат.ру. Чем она и была. Значит, Это не помешало ее раскручивать энное количество времени. ну, да, ну смотрите, то как бы раскрутки все равно такой, которая планировалась, не было, это мне так кажется, мое мнение. Посмотрим, куда это выльется. Единственное, и еще одна важное дополнение, извините. Не надо недооценивать еще вот чего. Это степень личной ненависти всего демократического истеблишмента, как ни странно, не даже к Трампу, а именно к Стивену Уиткофу. Потому что Уиткоф – это вот что такое современный демократический, что такое современный чиновник. Это человек, который миллионы лет занимается проблемой и делает все, чтобы ее не решить, и, естественно, он ее не решает. Как правило, он исходит из каких-то вот совершенно фантастических ожиданий. Когда оказывается, что действительность не соответствует этим ожиданиям, то тем хуже для действительности мы тут напишем очередной меморандум. Уитков добивается результатов. Уитков сделал мир между Израилем и сектором Газа. И сама степень ненависти дипломатического и демократического американского истеблишмента к Уиткофу, мне кажется, не должна быть недооцениваема, потому что вот в свете нынешнего этого скандала мы можем вспомнить несколько других предыдущих скандалов, тоже высосанных из пальца. Например, когда про Уиткофа заявили, что он типа перепутал все Трампу и неправильно изложил российскую позицию, потому что, во-первых, он ничего не понимает, а во-вторых, с ним не было госдеповского переводчика. Да, да. В переводе с ним не было стукача, который наподобие, как это, вот этот вот Александр, я забыла, который чуть импичмент Трампа-то не устроил. С ним не было профессионального госдеповского стукача, который любое слово, сказанное Уиткофом, бы передрал, и потом перед комиссией Сената представил для импичмента Трампа. Да, смотрите, я хочу, чтобы максимально полная была картина, а это очень важные детали, их тоже нужно сюда как бы встроить вот в наш с вами разговор. Значит, свежайшее заявление сегодняшнее Рябкова. Значит, замглавы МИД говорит, никаких уступок Украине не будет, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, быть не может. Российская сторона не готова публично обсуждать различные версии предложений по мирному урегулированию на Украине. Публично не готова, не публично готова. Понятно. Из непубличного, значит, что произошло и что осталось лично для меня какой-то таким, ну, каким-то прыщиком, что ли? Прыщиком. Хотя оказалось, это вот то самое. Абу-Даби. Слушайте, Дрискал, вот этот там Нарышкин, тут уже глава ГУР, россияне, американцы, там Буданов. Значит, я, если честно, немного обескуражен. Выходит, значит, Ушаков тоже сегодня, ну, к слову, надо сказать, значит, делает заявление Ушаков по итогам этого всего слива, о чем мы говорили выше, говорит, мы обсудим с Виткофом эту ситуацию. Все, коротко, понятно, мы обсудим. Хорошо, все поняли. Но он делает интереснейшее на самом деле заявление. Говорит о том, что никакого плана, никаких пунктов в Абу-Даби никто ни с кем не обсуждал. И это вызывает прям
умиление какое-то, а у нас же так как погнали, да, что сейчас там договорничок, сговор, сейчас что-то будет. На самом деле все куда проще. Значит, в Арабских Эмиратах обсуждались щепетильные вопросы. Что может быть еще более щепетильнее? Ну, говорит, обмен пленных. Россия ни с кем не обсуждала детали мирного плана. Значит, серьезно проанализировать нужно эти все пункты. Не получала официальный мирный план. Это неофициальная бумага есть, официально не получила российская сторона. Значит, несколько вариантов Россия получала, в которых можно даже запутаться. Но Россия позитивно смотрит, несмотря ни на что, на некоторые моменты мирного плана США. Но многое требует дискуссии. То есть абсолютно витиеватое такое, да, виляние, собственно, вокруг этой темы. Но мирного плана не было в Абу-Даби. Я считаю, что это сенсация, потому что нормальный человек задаст вопрос, а что тогда щепетильного было в Абу-Даби? И как так получается, да, что встречаются на таком уровне, а план мирный не обсуждают? Первое. Вот вы замечательно сказали Абу-Даби, потому что мы видели про Женеву, куда поехал Ермак, во всех новостях. И это, конечно, была не дипломатия, а, извините, но это был перформанс. Это был 95-й квартал, только в исполнении уже не украинского правительства, а всех европейских чиновников, которые, конечно, дурное дело нехитрое, заразились, научились. А настоящая дипломатия делается тихо. Я не сомневаюсь, что в Абу-Даби действительно шли настоящие серьезные переговоры. Мы ничего не знаем об их содержании. Мы, например, только постфактум теперь понимаем, что в Анкоридже фактически Путину был предъявлен первый вариант мирного плана Трампа, который, как мы видим, Путину не понравился настолько, что он даже уехал без завтрака. А мы, если помните, был визит Кирилла Дмитриева в США, После и санкций. тогда, да, после санкций, тогда каждая демократическая собака, а уж там российская оппозиция, я даже вообще молчу, написала, обсмеяла этот визит, что Дмитриев приехал облизывать сапоги и уехал несолоно хлебавший. Теперь те же самые люди, которые нам говорили буквально несколько недель назад, пишут, что, оказывается, Дмитриев привез хитрый план, который и является планом Трампа, и вот через Уитков его втюхнул. Ну, ребята, просто вот вспомните, что вы писали 2 недели назад. Это же вот главная проблема пропаганды, что вы не просто ваша аудитория не должна помнить, что вы сами говорили 2 недели назад, и более того, если она вспомнит, значит, это какие-то неправильные люди, значит, они недостаточно преданы делу партии. Рыбки, камешек, ракушка, камешек, ракушка. Как рыбки гуппи должны быть, вот с такой памятью, очень быстрой, да? А если они не рыбки гуппи, обратите внимание, что тогда что-то с ними не то. Они должны придерживаться вот текущей линии партии. Я вам рассказывала историю про лошади-оленя. Нет. Это очень важная история. Для современной пропаганды она просто идеальная. Это случилось во времена династии. Вы только, пожалуйста, поаккуратнее с историями, потому что мы тут видим, все ждут пианиста на пленках Набу, Али Баба уже есть, Че Гевара тоже, поэтому лошадь и оленя вполне вероятно тоже допишут. Продолжайте, да? Лошадь и олень. Во времена последнего и третьего императора династии Цинь, его звали Эрши, евнух в Китае, естественно, решил захватить власть в империи. Чтобы понять, кто ему верен, а кто нет, он привел во дворец оленя и сказал, что это лошадь. Некоторые придворные сказали: да вы с ума сошли, это олень. И тогда Евнух понял, что вот эти люди неблагонадежны, он их казнил как людей, которые не поддержат его переворот. А некоторые сказали: конечно, это лошадь. Раз Евнух говорит, что это лошадь, значит, это лошадь. Вот мне кажется, что тест на лошадь и оленя, вот современная пропаганда, просто обратите внимание, предлагаю ввести в оборот. Обязательно надо говорить про оленя, что это лошадь, потому что только таким способом вы отличаете от людей, которые действительно вам преданы, от людей, которые имеют наглость думать сами. Смотрите, я хотел бы вот выйти
там на финальную часть нашего эфира, а потом подключим, конечно же, зрителей, аудиторию, вопросы люди присылают, оставляют заранее. Вот в каком ключе. Вот это вот все, конечно, жутко интересно наблюдать. О фронте вы сказали, но я бы хотел сказать не о фронте, а о тыле. Понимаете, есть даже в русском языке такое выражение, что тыл, ну тыл это то, что, на что можно опереться. Тыл это вот ты мой тыл, есть такое выражение, да, то есть я там где-то... Крепкий тыл. Я там, мол, знаете, там где-то там чего-то выступаю или там добываю шкуру мамонта, а дома же дома тыл, да, и так вот принято говорить. Понятно, что сейчас, конечно, война, но я бы хотел, чтобы вы проанализировали ситуацию в тылах. Вот, смотрите, контекст понятен. Похабный мир, ну, который, если, допустим, например, завтра возьмет и настанет. Хотя там понятно, что уже никто никуда не едет. Ну, давайте, гипотетически. Завтра мир. Да, вот они договорились. Ну и дальше пошли уже дипломатическим путем по секретным... Буквально, извиняюсь, что я опять вас прерываю, просто зафиксируем позицию, потому что мы ее не сказали. Мне кажется, что вот эти вот усилия совместные по потоплению и без того шаткого плотика с предложением Трампа, что плотик уже потоп, там даже уже пузыри не булькают. Никакого мирного предложения. Россия, во-первых, просто скажет, вы смеетесь, да и Трамп скажет, ну вы чего оставили хвостики? Ну, смотрите, я с вами тут не соглашусь, и я объясню почему. Война максимально подлая, война максимально предательская, война максимально с кулуарными подтекстами и смыслами, которые обличили через пропаганду, наехали в уши и, ну, в мозги народу, а истинные цели и задачи, настоящие, там начинают вскрываться только там потом, немножко позже и только в этот период. Поэтому такие войны максимально сучие, они по-другому не могут закончиться. Ну вот не могут. Нет, ну понятно, что могут, имеется в виду, что горящий Кремль и ликующие украинцы вокруг, или где-нибудь там на границе с Львовской областью закуривает Иван, какой-нибудь сержант, папироску, а ему по рации говорят все типа, ну, стоп. Нереально. Понимаете? То есть, В ближайшее время. то есть вот эти моменты, вот, или так, или Тыл. так. Так вот, поэтому моя... Я вас перебила, и Смотрите, извиняюсь, просто я мне кажется, подумала. такие войны похабные, это похабная война между Россией и Украиной, которую никто не ждал, и ее, ну, Трамп в своем стиле говорит, не должно было случиться, но каждый украинец и россиянин понимает, что и не должно было случиться в своем смысле. Так вот, они похабные заканчиваются. То, что мы увидели 28 пунктов, это 28 похабных пунктов, и ничего страшного, и все на самом деле взрослые, нормальные люди. Пропаганда выветрится из мозгов, и все поймут, да, похабно, да, нас поимели, кинули, да, но надо жить дальше. И все взрослые, все поймут. Поэтому, мне кажется, плотик еще рано как бы определять на дно. Может, он где-нибудь там на волне какой-нибудь под внутренним течением и всплывет. Про тылы. Это, кстати, связано с тылами, между прочим. Как вы думаете, тыл, вот если сравнить сейчас тыл украинский и тыл российский, в контексте гипотетического завершения войны завтра, ну, завтра имеется в виду быстро, относительно быстро, есть такое четкое убеждение, что если взять и все остановить, то рухнет Украина. Или там вернутся солдатики СВО и начнут шатать башни Кремля. Как вы относитесь к таким людям, которые так заявляют? Ну, смотрите, у Путина тыл абсолютно консолидирован. Причем гораздо больше консолидирован, чем перед войной и в начале войны. Потому что, во-первых, он все равно в любом случае выходит победителем. Да, он победителем выходит по очкам, он не победил нокаутом, он тем более не занял Киев первую часть войны. Первую часть войны он сильно просчитался и проиграл. Но, во-первых, он получает территории. Во-вторых, он привел к стратегической нерелевантности Европы. Вот мы просто все видели, ну, это какой-то... Мы не скоро сможем развидеть это впечатление от европейских чиновников, которые
с одной стороны, играют, как я уже сказала, роль заградотряда для Украины и гонят ее в бой. С другой стороны, проклинают Трампа, с третьей стороны, шантажируют Трампа, чтобы он дал им денег, оружие на ту войну, которую там победу не победу, надо все плюсы, которые они припишут к себе. Мгм. Это, ну, вот главное, что можно сказать, одна из главных итогов этой войны – это стратегическая нерелевантность Европы и, более того, клин, который появился между Европой и США, в то время как США долго делали из Европы систему буферных государств, и, кстати, очень успешно. И самое главное – это союз Путина с глобальным югом, с Китаем и Индией, который, собственно, и приводит, уже третий раз скажу, стратегической нерелевантности Европы, и который ставит под большой вопрос гегемонию США. То есть Путин все равно в этой войне выходит абсолютным победителем. По очкам еще раз. А во-вторых, я думаю, что многие понимают, что это вторая серия, что будет вторая серия, потому что если из Украины продолжит делать, если она сама продолжит делать вот проект «Антироссия», то просто шансов никаких нет. Остаться должен тогда один. И третье, самое важное, если говорить о Путине, ведь с какой российская элита с 91 года, так же, как и украинская, очень хотела на Запад. И мы все идентифицировали себя. Знаете, вот Советский Союз развалился, Арканар рухнул, нас в полдень 22 век взяли. И в 91 году, когда Советский Союз рушился, он рушился, в общем, знаете, со словами, что неважно, чье Усть-Татары, потому что все люди братья. Помните про Усть-Татары из романа Стругацких «Бойцовый код». И вот многие раньше, а значительная часть российской элиты с 22 года, вдруг обнаружили, что это очень важно, чьи Усть-Татары. Что полдень 22 век, вот та самая Европа, в которую все стремились, реально вытирает Россию ноги. И даже если санкции будут сняты, а я, кстати, в этом сомневаюсь, то мы все прекрасно понимаем, что неформальные санкции останутся. Что вот нынешняя ситуация, когда, условно говоря, какая-нибудь девочка, исследовательница из России во Франции пытается найти работу по сложной специальности, а ее не берут, потому что она из России, это останется. И вот это ощущение, что вас швырнули с 91 года, и что те люди, которые выходили в 91 году со словами «на митинг миллионный в Москве, руки прочь от Литвы», На Майдан. получили, да, на российский Майдан, на московский Майдан, со словами «руки прочь от Литвы». Потом они в начале войны услышали от тогдашнего министра иностранных дел Литвы Габриэлиса Ландсбергеса, чьей, кстати, дедушка, напоминаю, был в составе пронацистского правительства, которое решало вопрос с евреями в Вильнюсе, услышали от господина Ландсбергеса, и не только от него, что мы тут европейцы, а вы тут... Ну, я не помню в точности, какие были слова господина Ландсбергеса, но смысл их был понятен. Вы не очень полноценная раса. И мы вас, в общем, что бы вы ни делали, вас в этот прекрасный дом не пустят, потому что вы рылом не вышли. Это то ощущение, которое сейчас у российской элиты, которое никак не перебьешь. И более того, есть единственная, да, есть очень смешная часть российской оппозиции, которая до сих пор осталась вот в этих обещаниях 22 года, и которая очень хочет видеть себя в роли оккупационной российской администрации, поэтому бегает по всему Фейсбуку и Твиттеру со словами, что надо проиграть войну, выплатить репарации, пройти через лагеря перевоспитания. Это те, у которых у Маска опубличили, что у них приложение X скачано через украинский App Store. Не-не-не-не, это разные виды российской оппозиции. Слушайте, чего мы будем? Вот, значит, антивоенная российская декларация в ПАСЕ, да, будущая российская делегация в ПАСЕ. Люди реально присоединились к этой декларации. В ней написано граница 91 года, репарации, суд над военными преступниками и еще де-факто деколонизация России. То есть это люди, которые действительно ни при каких условиях не могут прийти к России власти, кроме как если их привезут на Белом Абрамсе. И они так рассчитывали на Белый Абрамс не подъехал.
Вот они об этом мечтают. Почему? Значит, сейчас, конечно, еще недавно же заметим, что именно эти люди и их проевропейские интенции в середине 90-х были абсолютным российским мейнстримом. И более того, почему я так долго говорю о российской оппозиции в беседе с украинским журналистом? Потому что, грубо говоря, то, что является российской оппозицией, в Украине победило. Потому что на самом деле... Подождите, раскройте эту мысль. То, что Потому, является российской оппозицией, в Украине победило. Это где? значит, сейчас. Мгм. Российские активисты, которые считают, что вот России надо идти в Европу, потому что Европа так сказала, а все остальное не важно. Через какие бы унижения ради этого не пришлось прийти и там разрушить ради этого Россию, неважно, мы на все готовы, только дайте нам повертеть этот пряник. А вот в Украине на самом деле активисты пришли к власти. В Украине на самом деле партия, которая говорила: ребята, мы же вас приведем в Европу, если вы сделаете то и это, и если вы построите из Украины антироссию. И это был соблазн для бывшего советского человека, но и с учетом вообще того, что там взаимоотношения России и Европы с XIX века, и того, что Россия действительно всегда заимствовала все лучшее из Европы, и включая прогресс и просвещение, и, собственно, это сделало Россию империей, это был соблазн абсолютно непреодолимый. Я ни в коем случае не виню как раз украинского избирателя. А тем более, что избиратель-то с этим был не очень согласен. Я даже не виню украинского активиста. Но просто вот как бы, во-первых, у Путина сейчас очень твердый консолидированный тыл, потому что даже те люди, которые говорят: слушайте, тут бизнесы отнимают, тут слишком жестоко. Когда они смотрят на альтернативу, а альтернатива – это типа проиграйте войну и заплатите репарации, чтобы нация была сломана, по крайней мере, на одно поколение. Они говорят: спасибо, пожалуйста, мы лучше с Путиным. Да? Даже те, которые раньше Путина не любили. То есть Путин реально консолидировал вокруг себя элиту, даже физически. Вот те 50 миллиардов, которые выгнаны, денег, которые были выгнаны из Европы и, соответственно, стали работать на российскую экономику. А вот в Украине ситуация, конечно, для Зеленского гораздо хуже и для Украины гораздо хуже. Потому что я уже говорила об абсолютном разводе между той картиной мира, которую создают активисты, и реальностью. Она стала просто приметой времени. И это вот как в том анекдоте про Наполеона, который стоит на трибуне Мавзолея и говорит: слушайте, если бы у меня была такая пресса, то никто бы не знал, что я проиграл Ватерлоо. Потому что есть два уровня: стратегический и тактический для Украины. Тактический заключается в том, что Зеленского, конечно, сожрут, потому что вся эта шатия, вот как только она еще услышала первую серию Мендичгейта, так и Порошенко, и все остальные бросились жрать, бросились выдвигать Зеленскому условия: правительство национального доверия, сними Ермака, сними это, то и так далее. То есть, ну, это понятно, это вот просто бочка с крысами. Но несмотря на то, что Зеленского сожрут, а вот стратегическая перспектива совсем другая. Потому что, честно говоря, я с трудом себе представляю, что, скажем, большие цифры на выборах в Украине получит политик, который скажет: ребята, давайте трезво посмотрим на то, что произошло. Активисты, которые ни за что не отвечали, которые обещали Украину привести в Европу, которые обещали Украину сделать частью Запада, превратили Украину в антироссию, в результате чего Украина из страны в 52 миллиона человек постсоветской, с процветающей промышленностью, процветающей экономикой, потрясающими научными институтами, превратилась в страну, в которой, дай бог, 26 миллионов человек, абсолютно нищую, разодранную, с разрушенной экономикой, разрушенной промышленностью, которая началась разрушаться еще не под российскими бомбами, а тогда, когда в авиационные компании приходили люди и говорили: давайте теперь всю документацию на украинский язык переводить. И вот понять, что
в условиях без поражения, что этот трамвай ехал по людям напрасно, и что люди побежали, думали, что они придут в Европу, а оказалось, что их просто использовали как промокашку, я не представляю себе, чтобы среднестатистический избиратель мог мог все это осознать, в то время как гораздо проще проголосовать за какого-нибудь очередного Стерненко, там, за Белецкого, за кого угодно, которые скажут: "Это ребята, да, вот Зеленский был коррупционером, там было то, сё, то, это, но мы сейчас так", и вот этой вот рашки вдарим. И обратите внимание, к слову говоря, кому САП отдал 44 миллиона конфискованных в результате неправедно нажитых сделок? Кому? Фонду? Фонду? Стерненко. Да. Ну так это же сигнал от того же самого глубинного демократического государства. Смотрите, это Нас просто... Стерненко устраивает. Когда вы говорите... Как тут не соблазниться? Когда вы говорите о цифрах... А это значит, что это будет вторая серия. Когда вы говорите о цифрах, я хотел сразу возразить, ну, как бы выждал, что больших цифр не будет. Ну, не будет. Уже не будет вот этих миллионов, которые, помните, когда Зеленский выборы были, там, когда Порошенко выбор, там миллионы фигурировали, да, там 16, 15, 9, вот эти вот циферки бегали. Это все, не будет этих уже цифр. Это будут выбраны немногими эти политики. Но когда вы говорите о том, что там, в зависимости от того, как посчитают, понимаете, кто будет считать, уже эта вотчина отдана британцам. Они выписывают гранты за милую душу. 500 миллионов фунтов стерлингов на выборы выделили. Ну как, не то, что на выборы. Честные. Да, честные. Но честные и такие... Вы знаете, я думаю, что считать-то будет и честно. Мы же более серьезные вещи обсуждаем. Так вы нет, вы же говорите о цифрах, понимаете? Эти цифры возьмут и покажут. Ну вот так, смотрите, украинцы за вторую серию. А там же, как, ну, хоть трава не расти. Я, смотрите, очень скептически настроен по поводу, еще раз, вот этой второй серии, о которой все тоже говорят. Мол, если сейчас пауза, замерение, там пару лет, очень скептически. Ну, с кем? Ну, вы же понимаете, что какой была Украина, да? Обученная армия. Ну, на вот этих, скажем так, событиях в Донецке. Она умеет стрелять, она понимает, как прятать гаубицу. Сейчас гаубицы стали не нужны, условно. Они уже как бы повоевавшие достаточно много. Костяк сформирован, вот эти 250 тысяч, которые были. На него нанизали миллиона, конечно, нет. Люди бегут, не хотят воевать. Люди голосуют ногами. Люди уезжают. И смотрите, когда закончится все в этой паузе, будет легче смыться, будет легче порвать с вот этой Украиной, если все действительно будет идти к второй серии. Заранее, заблаговременно. Он сегодня показали, так смешно было, слушайте. У Соловьева показывают сюжет немецкий. Обычный немецкий новостейный какой-то местный канал. И там просто люди приходят в этот консультационный центр с микрофоном, журналисты немецкие, и спрашивают у украинцев, что они вообще тут делают, молодых украинцев, которых выпускают. Ну и те им как возьмут и вывалят все. Тут можно вообще, в принципе... так это у людей в головах, это у что людей они сказали? на сердцах. Что типа тут на халяву можно? Нет, нас убивают. Будущего в Украине нет. Мы не хотим умирать. Россия сильнее. Рано или поздно к нам очередь дойдет. Один мальчик вообще вышел и сказал: "Елки, мне было 17 лет, я мог уехать, но как-то все думали же, что 2-3 недели. Ну, и я не уехал. А потом уже не... Ну, все. И вот сейчас дождался этого сейчас какого-то момента, когда вот мне повезло, потому что мне было 17, да, и я вот сейчас могу вырваться. Поэтому тут... И, конечно, ты так слушаешь украинцев, да, они все очень и очень адекватные, нормальные люди. Я все-таки в украинцев верю, что они смогут кого-то выбрать. Не верю, что дадут. Вот в этом отличие, там, условно, наших
наших самых взглядов на вторую серию. Поэтому вторая серия просто, она обречена на провал. Нет, если это будет вторая серия с какими-то там вот этими колумбийцами и всякими там вот этим, ну, вы поняли, ЧВК, если это будет армией ЧВК, тогда, возможно, Бабло да. кто будет давать? Ну, кто? Тот, кто и сейчас. Ну, а что? Есть другие у нас источники финансирования этой войны со стороны Украины. Ну, просто дело в том, что если бы те, кто давал добро, бабло давали бы его на солдата, не во внешний общак, где, ну, уходит в откаты, то просто сейчас бы Украина тоже была бы другая армия. Это же вот когда я на все это Медичгейт посмотрела, я, например, в том числе поняла ответ на давно тревожащий меня вопрос, а почему же европейские политики, ну и Демпартия до этого, не договорились так, что, ребят, мы вот просто вам дадим такое-то количество денег, и вы за это такое количество денег, условно говоря, по 10 тысяч платите людям, которые отправляются на фронт. Зачем вместо того, чтобы платить людям, так же, как, кстати, делает Россия, создана эта гигантская система выжимания бабла из людей, которая приводит к тому, что, напоминаю, в СЗЧ только в октябре, если я не ошибаюсь, убежало 20 тысяч человек. А сколько убежит после Миндичгейта, ну, можем только приблизить, когда они поймут, за что они воюют, ну, как будто они раньше не знали, можно только догадываться. Теперь вот после Медичгейта у меня есть некоторые приблизительные представления о том, как ответить на этот вопрос. Ох, у нас А, аудитория, конечно, в чате трансляции завязалась. Там одни говорят, что украинцы неисправимы, там туда-сюда. Ну, хейтят украинцев. Мне понравился комментарий от Шелест верит, значит, все будет хорошо. Спасибо, друзья, что реагируете. секундочку, очень важный вопрос как раз вот про то, что вы сказали про умонастроение народа. Во-первых, сразу вам скажу, что все народы, ну там, плюс-минус одинаковые. Как там, Нет. как говорил Воланд, все люди как люди, только квартирный вопрос их испортил. Просто обращаю ваше внимание, что самое главное я хотела сказать. Ведь дело не только в том, как избиратель проголосует, а дело в том, что потом будет делать президент. Давайте рассмотрим кейс президента Зеленского, который абсолютно удивительный. В 2019 году президент Зеленский побеждает на выборах, получив 73% голосов де-факто уже воюющей Украине, то есть минус Крым, минус Донбасс, минус Луганск, 73% людей Против, голосуют. важно, против армии, мовы и виры. Против. Да, против армии, мовы и веры, это ровно то, что я хотела сказать. И Зеленский говорит две вещи. Первое, я подпишу мирное соглашение с Россией. Второе, выполню Минские соглашения де-факто. Второе, те, кто хочет говорить на русском языке, отцепитесь от них. Проходит 2 года, 21 год. Зеленский, во-первых, не подписывает Минского соглашения, а во-вторых, он говорит, что те, кто считают себя русскими в Донбассе, пусть уезжают с Донбасса, потому что Донбасс мы все равно вернем. Что значит считают себя русскими? Ну, с моей точки зрения, это, скорее всего, говорят по-русски, и тут, да, вот такая вот как раз и получается ключевая для этой войны история, что ты можешь быть украинцем и русским по Мгм. той же самой причине, по которой ты можешь быть сибиряком и русским, Да. или по которой ты можешь быть учеником в колледже в Гриффиндоре и одновременно учеником Хогвартса. И, собственно, вся суть проекта «Антироссия» заключалась в том, что людям говорили, если вы украинцы, то вы не русские, и их ловили на эту растяжку. Это как если бы жителям Прованса сказали, слушайте, если вы провансальцы, то вы не французы. То, значит, вот есть колониальная ужасная Франция, которая вас, Прованс, губила всю историю, уничтожала ваш язык, устроила альпийские походы. Если есть какие-нибудь жители Прованса, ну, типа Д'Артаньяна, которые служили французскому королю, они, значит, национал-предатели. Если есть какие-нибудь люди, которые писали на французском языке, они тоже национал-предатели, их нужно вычислить из истории страны. Это было бы ужасно, если бы, скажем, в Провансе победила такая партия, такие активисты, то это была бы абсолютно ужасная история для Франции, потому что из истории Франции вырвали бы кусок, если не ее сердце, то ее печень.
но неизвестно, выжила бы ли французская культура. Но Прованс бы сдох точно, потому что от него бы ничего не осталось. Для начала просто все люди, которые говорят по-французски, сказали спасибо, взяли бы, уехали бы во Францию, и от Прованса бы осталось только 2,5 коллеги активистов-фашистов. А вот, собственно, именно это и пытались проделать с Украиной, сказав, если вы украинцы, то значит вы не русские. Это вот как разорить Хогвартс. Смотрите, Сказать, что если вы гриффиндорцы, значит вы не Хогвартс. по этой логике, это вот очень важное замечание, я просто предлагаю зрителям подумать, не будем это обсуждать, потому что это действительно очень серьезная дискуссия, может, в следующий раз... Это, в общем, центральная, на самом деле, дискуссия, я предлагаю ей посвятить отдельный момент. Смотрите, после вот этого примера, тут абсолютно другими красками играет обоснованная, чисто такая человеческая претензия. А чё ж так? Путин бросился защищать в 22 году русскоязычные регионы и население, а русскоязычные регионы и население наибольшим образом пострадали в этой войне. Это прям очень... Вот, если посмотреть, вот развернуть под этим ракурсом, то выглядит абсолютно понятно. Если держать в уме заявление Зеленского, чемодан, вокзал, Россия, вот это вот то, что тоже говорилось. Друзья. Извините, это и есть трагедия войны. Мы, кстати, вернемся к Зеленскому и Минским соглашениям. Я предлагаю, потому что я погналась за журавлем и не договорила важной синицы. Но вот почему русскоязычные регионы наибольше пострадали в этой войне и как это изменило отношение многих людей в русскоязычных регионах. Я вам хочу рассказать две истории, одна из которых вот просто через меня прошла. Значит, вот когда в Мариуполе разбомбили театр, это было в самом начале войны, и там раздавались слухи, что там погибло 300 человек, 600 человек. Я была очень frantic, я была, значит, вся тогда на стороне Украины. Я старалась разыскать людей, которые были свидетели. И вдруг я, к своему удивлению, их разыскала. Это была Евгения Забагонская и ее муж Сергей Забагонский, которые были артистами в этом театре, один артист, другой осветитель, и которые, собственно, и оказались волей случая организаторами вот этого приюта, в котором приютилось огромное количество людей. И я их притащила к себе в программу. И это была запись, потому что я не знала, насколько хорошо они говорят. И Евгения совершенно потрясающий человек. Она мне рассказывала, как они там жили, вот эти действительно несколько сотен людей в городе, который простреливался со всех сторон, как они магазины грабили, а вот там деревья в парке не трогали, запрещали рубить. Это была потрясающая картина общежития, в частности. Она там рассказывала, как она лично чистила сортиры, потому что все сортиры сразу засрали, и никто не хотел чистить. А она... хотя бы она была организатор всего этого, вот она чистила. Это была стихийная такая история, потому что люди хотели уехать, не могли уехать. Что меня тогда в ее рассказе поразило? Во-первых, несмотря на то, что она была в эмиграции, понятное дело, ее Мариуполь бомбили российские бомбы, она была, честно говоря, очень скептически настроена по отношению к украинской армии. Настолько, что я даже в своих тогдашних, значит, белых одеждах несколько кусков вырезала, чтобы не подставлять. Что за куски? Поделитесь. В частности, она сказала, я не помню, что я вырезала, что оставила. По сути, понятно, да, что... по сути, значит, у нее было следующие несколько претензий. Во-первых, она сказала, что перед тем, как прилетела главная бомба, там действительно прилетел украинский снаряд из подразделения, которое располагалось рядом с театром. И я сказала, так рядом с театром располагалось подразделение. Она говорит, да, и у них еще, значит, выстрелило, что-то, видимо, там была осечка, оно никого не убило, оно ничего не повредило, но шухеру навело. Представляете, там полный театр, и в какую-то стенку влетает, как я уже сказала, не разорвавшийся снаряд. А второе, к ним пришли азовцы и требовали машины. Понятно, им тоже были нужны машины, но это была машина тех людей, которые собирались уехать из города, это было единственное их средство спасения. И она была очень также недовольна еще некоторыми другими вещами, в частности тем, что вообще азовцы написали в своем паблике о вот этом театре, где там находились люди. Она так это сильно не проговаривала, но у меня было ощущение, что она считает, что именно эта публикация, которая
не имело никакого, там, то, что убежище в театре не имело никакого отношения к Азову. То, что об этом Азов написал, оно и спровоцировало эту бомбежку. Но самое главное, она мне сказала другое. Потому что когда мы дошли до бомбежки, она сказала, что накануне-то все разъехались. А это, знаете, челюсть отвисла. Я говорю, что? Она говорит, ну вот все разъехались, а слава богу, то небольшое количество людей, которое было, очень многие из них как раз были в убежище, потому что причина, почему все были в театре, заключалась в том, Подвал. что там, да, там было очень хорошее убежище. Естественно, там погибло очень много людей. И у меня тогда вот просто челюсть отвисла. Вот про, значит, как? Так накануне все разъехались, а почему же нам это не говорят? Я почему вспомнила эту историю? Потому что а, даже вот потом, слыша другие рассказы жителей Мариуполя, и огромное количество из них вернулось, я стала задавать все самые простые вопросы. Ну, например, я понимаю логику Азова, который оборонял Мариуполь. Он во многом сорвал планы российских войск, конечно, на юго-востоке. Но ведь это делалось ценой принесения города в жертву. И этот город был полный гражданских. И чем это отличается от тактики Хамаса? Ну и вторая история. Значит, вторая история, но вот это все то, что происходит на наших глазах, когда я вижу, допустим, видео людей, которые в Волчанске прятались чуть ли не несколько недель в подвале, и которые с плачем рассказывают, как им российские дроны сбрасывали записки, еду, сладости для детей, как их, наконец, вывели. Моя первая мысль, слушайте, вы можете ждать российскую армию сколько угодно. Но просто вот все, еще раз говорю нашим слушателям, если кто-нибудь из них, не дай бог, живет в районе, через который движется фронт, уезжайте, потому что солдат, когда стреляет ни с той, ни с другой стороны, он ведет себя так, как будто гражданского нет. Это как бы с вами случится, вас попадет снаряд, никто не будет разбирать, вас попадет дрон, никто не будет разбирать. Если хотите, приезжайте потом. То есть это безумие оставаться в зоне боевых действий, это абсолютное безумие. Но эти люди остались, они явно ждали российскую армию. И когда я вижу другие дроны, украинские дроны, которые расстреливают таких же людей, идущих в российский тыл, потому что они считают их ждунами и сепарами, я вижу, что есть какая-то часть населения, которая даже несмотря на то, что, всю эту местность равняют с землей, продолжают считать, что они русские, продолжают считать, что вот там та сторона, с которой они себя идентифицируют, и, собственно, за это на них летят украинские дроны. Хотя я не могу исключить, что иногда бывает и российский дрон, который по ним прилетит, потому что, я еще раз повторю, во время войны, к сожалению, очень много людей, там кто-то не обращает внимания, кто-то кому-то уже пофиг, потому что у него все включено. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего Да, опроса. так вот, прошу прощения, это важный момент про, да, что именно русскоязычные граждане подверглись больше всего, русскоязычные подверглись больше всего уничтожению. А если бы украинская армия не сражалась в городах? Ей тоже не жалко этих Смотрите, людей? тут мне очень нравится этот вопрос. Его периодически задают спикерам разным у меня на канале. Как бы делают такую историю, да, зеркало. А если бы, условно, Польша напала бы там, на Львовскую область, гипотетически, вот поляки поперли, да? А так бы все происходило. Ребята из Донбасса, там, пацаны, патриоты Украины отправились бы там, да, вот, с Польшей воевать, а Россия бы на чьей стороне была? То есть люди просто пытаются, когда Россия пытаются... точно была бы на стороне Украины в этой ситуации, потому что, это было бы для России просто звездный момент. Но, собственно, чтобы этого не произошло, как раз распространялось НАТО на восток. Оно же не только действительно против России, это был действительно способ сделать так, чтобы в Европе не перекраивались границы. Значит, друзья, кто кого хочет предать больше. 3% Россия, Штаты, по 27% США Россию, США Украину. И Украина хочет предать США,
43%. Ну, вот такой у нас сегодня итог голосования. Вы как бы так внятно не ответили на вопрос. Ну, что скажете по этому итогу? В Украине сложно придать США весовые категории, как бы мнения одинаковые. Ну как, ну подождите, Украина может предать легко. Нет, Украина может предать США, ну, предать в кавычках, только в одном случае. Если приходит президент, который говорит, слушайте, Украина и Россия, две половинки одной империи, а вы нас поссорили между собой. И вот это ваши USAID-овские гранты, и вот это ваши активисты. И даже без грантов не будем, даже просто забудем про гранты, хотя это тоже важная часть. Это важные ваши активисты, которые манили украинцев безумной мечтой. И заметим, что, возвращаясь к истории с Зеленским в 2021 году, украинцы-то на эту мечту не купились. Украинцы проголосовали за президента Зеленского, который даже после 2014 года сказал отцепитесь от тех, кто говорит по-русски, и заключим мир с Россией. Так, значит, Что давайте. произошло? Произошли активисты. Нет, которые... произошла вербовка элементарная, и все это уже все понятно. Так люди не меняются. Ну, нет. Ну, это все. Как бы это уже конспирология, конечно, лютая. Я понимаю, что вы не любите конспирологию, но... Слушайте, произошло три фактора. Первый – внешний общак. Если деньги дают на войну с Россией, значит, будет война с Россией. Потому что если у вас страна управляется через внешний общак, она сразу превращается в сектор газа. Второе, что произошло, это произошли правые активисты, которые просто угрожали Зеленскому смертью, если он подпишет соглашение. А третье, самое для нас важное, это те 70 НКО, соросовских, USAID-овских, которые со словами «мы здесь гражданское общество», накануне Парижа предъявили президенту Зеленскому ультиматум, что если ты подпишешь договор о федерализации Украины, что является абсолютно нормальным, мы тебя отменим. Значит, переходим к вопросам. Максимальный режим Блиц, чтобы больше успеть. Юлия, пожалуйста, подпишитесь, друзья, поставьте лайки. Латынина и Блиц. Да, это надо, это такая рубрика. Кот, галстук, тебе надо работать. Значит, поехали. Виктор из клуба зрителей пишет. Активные сторонники войны до победы на кордонах 91 года возлагают сейчас основные надежды на кооперацию с Европой. Под Европой в первую очередь понимается большая тройка: Британия, Франция, Германия. Согласны ли вы с тем, что эти страны навсегда упустили исторический шанс быть геополитическими гегемонами и в одиночку решать глобальные проблемы в момент истощения демографического потенциала после двух мировых войн и отказавшись от колоний, где теперь в основном нищие диктатуры? Все больше активничает Китай, и ситуация гораздо сложнее, чем раньше. Так, отвечать на первую или вторую часть вопроса? Первое, насчет Европы, которая, третий раз повторю, играет роль заградотряда. Угу. Европа сейчас пихает Украину в бой, причем я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что эти обещания Европы не подкреплены ни обещаниями оружия, ни обещаниями солдат, ни обещаниями денег, даже больших, за исключением тех денег, которые будут украдены у России. И в значительной степени несогласие между Европой и США – это как раз вопрос о том, кто будет осваивать эти 300 миллиардов. И, в общем, европейцы сообразили, что Зеленскому можно платить в самой дешевой валюте, в валюте обещаний. Достаточно лайков наставить, и все будет. Что же касается того, что Европа упустила свой шанс, то да, Европа в начале 20 века была гегемоном всего мира. Она упустила этот шанс в гигантской гражданской войне, которая, по сути дела, происходила с 14 года по 91. Ну, первые две части этой войны были горячие, это Первая и Вторая мировая война. Вместо того, чтобы покорять весь мир, европейские империи схватились между собой, и достаточно просто посмотреть на судьбу Англии, которая в начале 20 века правила весь мир, а в 1945 году... Украиной. В 50... А потом Украиной, да. Да, а теперь может править только Украиной. Так, значит... Но не до конца. Ну, как не до конца? Посмотрим еще. Сообщество YouTube, быть антироссией – это исторический приговор для Украины? Да.
А, Это точно так же, как если вы себя как палестинцы, как сектор Газа идентифицируете как не часть арабского народа, а вот мы претендуем на те земли, которые занимает Израиль, то это значит, что у вас живет очень, что, так сказать, вы живете на внешнем общаке, вас неизбежно используют как инструмент, и кончите вы очень плохо. Я обращаю внимание наших слушателей на то, что у Украины было в 1991 году, теперь, как мы понимаем, три пути. Один – это сказать, мы равноправные наследники Российской Советской империи. Мы, условно говоря, вот в середине третьего века Римская империя разделилась на Гальскую империю, там еще несколько кусков. Вот Гальская империя не была наследием национальным племени арвернов. Гальская империя была таким же равноправным наследником всего того, что сделала Римская империя, простиралась от Бельгии до Испании. А второй, естественно, этот бы путь, конечно, привел к угасанию украинского языка, к его превращению в региональный и к тому, чтобы он последовал путем провансальского языка, который, собственно, Советский Союз искусственно ему продлил жизнь. А второй вариант – это вариант федерализации, тоже очень правильный, как в Швейцарии. И третий вариант – тогда сказать, ну хорошо, мы тут избавляемся от российского колониального наследия, а поэтому Юго-Восток мы отдаем Российской империи, Запад мы отдаем Польше или Австрии, ну там еще по кусочкам чего-то, то, что осталось, отдадим то ли Молдове, то ли Румынии, то ли Венгрии, то ли, значит, там еще кусочек Словакии, и гордые, независимые на украинском языке с деколонизованной империей мы пошли. А вот проект «Галичина от реки до моря», он по определению заточен только на то, чтобы воевать с Россией, и по определению кончается очень плохо. Причем для обеих сторон, заметим. Мирослав спрашивает, два вопроса у него. Первый, вы верующий человек? И еще Нет. нет. И еще вопрос. Американцы и бриты, по слухам... Я автор книги «Иисус. Историческое расследование» и «Христос. Тысячу лиц». Да, и вот у меня последняя моя книга про историю иудейского монотеизма очень правильно называется «Сотворение Бога». И еще вопрос. Американцы и бриты, по слухам, дали команду украинскому правительству выпустить молодежь из страны. Они боятся, что эта масштабная война может подвигнуть украинскую молодежь хорошенько ее изучить и понять первопричины, мол, не все так просто, что Запад тут еще как замешан, и направить свою будущую политику от Запада к Востоку. Спасибо. Я думаю, что ровно наоборот, как раз Зеленский сам выпустил молодежь, чтобы не случилось Майдана, потому что есть в социологии даже такое понятие, которое называется youth bulge, молодежный выступ. Это когда у вас очень много молодежи в стране, и из-за этого происходит революция. Кстати, в 2017 году это было в России. В Украине, конечно, никакой youth bulge нету, но молодежь – это, понятно, самая революционная часть общества. Как мы видим сейчас, западные страны, особенно Германия, очень резко против этого, потому что в рамках той стратегии, которую они приняли, в рамках стратегии заградотряда, впереди надо кого-то гнать, должен кто-то воевать, это должна как раз воевать молодежь, и они требуют, чтобы Зеленский эту молодежь вернул. Угу. Добрый вечер. Не знаю почему, но интересуется пользователь. Юлия Леонидовна, как выучить английский язык или любой другой в 40 лет, если живешь не в Англии или США, а в Украине? Элементарно. Читайте по-английски, смотрите английские фильмы. Это касается также любого другого языка. But the most important thing, I think, is reading. Because if you don't understand how you use the language, if you don't understand how the language is used and spoken, you just, by doing simple lessons, you can never master the language. Потрясающий вопрос в продолжение. Допускает ли Юлия Леонидовна при определенных обстоятельствах возвращение в Россию? Деминян спрашивает. При определенных, да. Каких? Слушайте, мне кажется, это действительно гадание на кофейной гуще. Не, подождите, это не гадание на кофе, это чисто, обстоятельства.
как определенное, да, допускаете? Какие обстоятельства? Не надо все называть. Ну, то, что сейчас можете охарактеризовать. Понятно, что Ну, может. хотя бы я думаю, что пока существует институт иноагентов, мне в Россию лучше не возвращаться. Ну, например, самый простой. А кроме того, современная Россия очень несвободная страна, а я, понимаете, люблю свободу слова. Я, собственно, являюсь ее воплощением в значительной степени, в том смысле, что мне без нее очень тоскливо. И хотя сейчас я очень хорошо осознаю, что очень часто я говорю вещи, которые что очень часто я говорю вещи, которые теоретически отражают российскую позицию, а проблема заключается в том, что я говорю свободно и сама. И когда я говорю свободно и сама, это очень большая разница, если ты говоришь свободная сама или если на себя кто-то, значит, посмотрел и кто-то велел это сказать. Чат трансляции. Александр, что ваша гостья думает, если ввести федерализацию, то ситуация у нас в стране может поменяться в лучшую сторону? Ну, вопрос из Украины от Влада. Я думаю, что федерализация была спасением Украины. Что я напоминаю нашим слушателям, что как раз вот то, что не подписал Зеленский в Париже, потому что тут есть большие разночтения. Некоторые говорят, что он там что-то подписал, но не выполнил. Так вот, я напоминаю, что Зеленский ехал в Париж подписывать закон о федерализации Украины, который бы предоставил жителям Луганска и Донбасса гарантии, что к ним, грубо говоря, не приедет господин Стерненко или господин Ганул их дерусифицировать. И Зеленский отказался это подписывать на конференции, смеялся. Хотя, понятное дело, что все было договорено, и Путин считал, что он победил, и что, в общем, дело в шляпе. Когда якобы рассказывают, Путин потом спросил Зеленского, а что же вы тогда приехали? Зеленский сказал, типа, вот посмотреть на вас. Ну, собственно, после этого Путин начал готовиться к войне, и, возвращаясь назад, вообще федерализацию надо было подписывать в 91 году. Федерализация ничего страшного, он Соединенные Штаты, значит, федеральные, и даже больше, Швейцария федеральная, Бундесрепаблик Дойчланд у нас федеральная. Да, как-то никто не говорит, что в Баварии и Саксонии должны быть одни законы. И пропаганда Зеленского начала разгонять тык о том, что подписание федерализации – это введение раковой опухоли Донецка и Луганска в тело Украины, и это типа капитуляция перед Путиным. Что было, как бы сказать, очень идеологически мотивированным парафразой того факта, что Путин приходит и уходит, а границы остаются. И, естественно, если у вас целые регионы говорят на русском языке и считают себя русскими в том смысле, что и украинцами, и русскими одновременно, как мы уже то вы просто ну, делаете ну, какие-то, я даже не знаю, это настолько элементарные вещи, но не приходит же швейцарцам да, в голову отменить кантоны и сказать, а вот тех, кто говорит на немецком языке, мы постепенно будем переучивать. Мгм. Значит, так, вот такой вопрос. Какие страны Юлия Латынина считает свободными? Ну, тут много понеслось там, а где Латынина, где чего. Вот есть вопрос, какие, назовите, пожалуйста, свободные страны, которые вы считаете, что они свободны. Есть в математике такое понятие нечеткое множество. Нечеткое множество, я напоминаю, это когда у вас есть, вы принадлежите к тому или иному множеству, но не вот там черное или белое, а у вас есть целый набор признаков, которые еще подвергаются градации. Поэтому мы можем сказать, что в современном мире нигде свободы нет вообще, потому что, скажем, даже в таких замечательных странах, как Швейцария, и даже, конечно, в гораздо более свободных странах Европы, чем Россия, там к тебе домой могут прийти за неудачный мем, и это уже не свобода. Я думаю, что сейчас свободной страной является США в этом смысле, именно при Трампе. Но мы видели буквально, что еще до Трампа, еще несколько лет назад, это действительно было что-то страшное, потому что речь не шла о том, что к вам приходит полиция,
Но вот у меня есть знакомые в Вашингтоне, которые не просто ненавидят демократов, а которые говорят: Юль, ты знаешь, вот мы, когда в Советском институте работали, у нас и то не было такой диктатуры мысли. У нас и то не было такого, значит, ты не мог открыть рот и сказать, что сказать что-нибудь неполиткорректное, чтобы тебя не отменили. И сейчас до сих пор мы видим большие куски и признаки этого. И в этом смысле сейчас свободных стран нет вообще. Это, кстати, отличает Европу современную от Европы XIX века, которая стремилась к свободе, и вот этот вот, и вот этот вот тренд свободы слова был, конечно, на восходящий, а сейчас он на нисходящий. Но понятное дело, что не свобода в Европе, не свобода в Китае, не свобода в России – это две принципиальных Да, разные дисциплины несвободы, разная, да, что да, называется. разная Поэтому несвобода. даже не свобода в Украине и в России, несмотря на то, что Украина просто решила сделать пятилетку за 2 года при Зеленском и достичь состояния поздней России вот тут в рекордно короткие сроки, даже Не-не, до Украина. состояния такого КНДР, понимаете? Простите. э, Я не видел на российских границах рвов колючей проволоки, беспилотников, фото-видео ловушек, чтоб не, ну, со стороны, чтоб уехать. Ну, Ну да, и в России никто не угрожает, что если ты будешь платить откат, ты отправишься на войну. Знаете, да, беру свои слова назад, это я чего-то, значит, по... В общем, короче говоря, мериться степенями несвободы сейчас достаточно сложно, но прежде всего я призываю наших слушателей, можно я просто к ним обращусь? Во-первых, будьте всегда свободными в душе, это очень важно. Вот будьте свободными в духе и не присоединяйтесь ни к мнению большинства, ни к мнению меньшинства. Знаете, вот тут меня спрашивали, верую ли я в Бога. Я в Бога, может, и не верую, но позвольте мне процитировать из Исхода а, заповеди из 23 главы Исхода. «Лотис Саше Машав, Альташет Ядыха им Раша лихьет эт Хамас. Лотихье Ахаре Рабим Лераот, Велотане Ривлен тот Ахаре Рабим Лехатот». Не лжесвидетельствуй. И главное, я сейчас перевожу по смыслу, для меня это очень важные слова. Не лжесвидетельствуй вслед за большинством. Если большинство врет, не присоединяйся к его мнению из страха. И вторая – это очень важная вещь, что, собственно, почему на современном Западе так не любят токсичную маскулинность, так не любят людей, которые сражаются, так не любят альфа-самцов. Потому что есть только два вида людей, которые способны отстаивать свое мнение. Это люди, это альфа-самцы, и это люди с легкими интеллектуальными, то, что сейчас называется отклонениями, раньше это называлось гений или талант, а теперь это называется аспергер. Да, люди, которым плевать на социальное установление, вот им важно мысль довести и мысль додумать и правду доказать. Еще раз повторяю, и альфа-самцы, то есть люди, которые с оружием в руках могут себя защитить и защитить свое мнение, защитить свою семью, вот им важно, как оно на самом деле. А гамма-самцу важно мнение коллектива. Он будет подстраиваться к мнению коллектива без всякого отношения, потому что для него неважно, какое это отношение имеет в действительности, для него очень важно получить лайки от коллектива. И, собственно, то, что мы видим, например, в европейской позиции по отношению к войне, это какой-то дикий парад гамма-самцов. Не всегда это гамма-самцы, иногда это гамма-самки. Мы видим просто на наших глазах политики превращаются в гамм, которые собирают лайки, и которым очень важно, чтобы вот то, что он сказал, за это он получит лайки, им совершенно не важно, имеет ли это какое-то отношение к действительности. Вот и как в 22 году сказали, что в результате этой войны Россия, которая назначена лордом Вальдемортом и Мордором,
будет судима за военные преступления, будет расчленена и выплатит репарации. Так он до сих пор по этой колее едет, и до сих пор он эти лозунги произносит, а что это оборачивается, в частности для Украины, его абсолютная безответственность, новыми и новыми десятками тысяч жертв, ему не важно, ему важно лайк получить, вне Да. зависимости от того, украинский или европейский. Друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели этот эфир. Спасибо за лайки, но не в том смысле, а в прямом, прикладном для этого эфира. Юлия, спасибо большое за время и мысли. Да, Александр, спасибо. Вам спасибо. Друзья, что бы ни происходило дальше, и какие бы там дальше перипетии не происходили непосредственно в треке переговорном, в треке военном, судя по всему, многие сейчас замерли перед каким-то прыжком. Не пропустите ничего, подписывайтесь, если не подписаны. Берегите себя и друг друга. Добра и света.